Всем привет! Меня зовут Анна, и в этом видео я хочу поделиться с вами, как подготовить и подать документы на гражданство США. В моем случае нам надо было прожить здесь 5 лет, так как мой муж выиграл грин-карту, и мы живем, наш статус в Америке по грин-карте. Прожив 5 лет, соответственно, мы стали искать, как подать документы, как подготовить анкету, что для этого надо. И я позвонила несколько, соответственно, я, как и все люди, большинство, можно сказать, переживала по этому поводу, потому что не совсем знала, с чего начать и как подготовиться к этому. Соответственно, я стала звонить по юридическим компаниям и узнавать стоимость подачи документов. Скажу честно, наш кейс очень легкий, так как на протяжении всего 5 лет мы проживали в одном месте, то есть в одной квартире. Работ практически мы не меняли, у нас только 2 раза или как-то так, и кейс был несложный. И я позвонила несколько компаний юридических, узнала, сколько стоит заполнить анкету, и, соответственно, там цены были разные. У кого-то было $600 на человека, у кого-то 1200 и 1500, чтобы заполнить одну анкету. Так как мы в паре, муж с женой, нам надо было подготовить 2 анкеты. И получается, это, соответственно, дорого, потому что там не так сложно заполнить оказалось. Я когда узнавала, как и что, один вопрос меня очень сильно волновало. Я хотела все документы подать электронно, так как мы живем сейчас в такое время, что можно все прослеживать электронно. Подаешь, и тут же ты смотришь, приняли твои документы, если приняли, какие ошибки есть, чего не хватает, как можно это дополнить. Соответственно, к кому я обращалась с вопросами, могут ли они помочь мне заполнить эту анкету, и как мы с их помощью отправим документы, все мне говорили, мы отправляем документы физически, то есть через почту, не электронно, не через сайт, а готовят документы, вкладут конверт и отправляют по почте. Соответственно, мне этот вариант вообще не устраивал и не нравилось. Я хотела отправить электронно. И я стала искать, как же можно самой это все сделать. Соответственно, оказалось, это не очень сложно. Даже если вы не в совершенстве владеете английским языком, поверьте мне, вы справитесь. Главное — начать и что-то делать. Что я сделала? Есть сайт USCIS, там заполняем форму. Форма 400 для подачи гражданства. И там сейчас я вам скажу, это анкета, я приблизительно вам скажу вкратце, какие вопросы там будут. Там первое пишешь имя, фамилия, и также я вам скажу, если вы не совсем понимаете, вы можете это через Google переводчик переводить, и все ясно и понятно, и вы, я думаю, справитесь. Первый надо написать свое имя, фамилию правильно, полное. Потом там есть вопрос, хотите ли вы поменять что-то в имени или фамилии. В Америке это можно менять, и оказывается, это надо лучше менять сейчас при подаче анкеты, тогда вы платите только за анкету. За подачу анкеты мы заплатили $750, это пошлина. А потом, если вы получите гражданство и потом решите поменять свое имя или фамилию, вам придется еще раз заплатить за смену. А если вы это включите в данную анкету, то это вам обойдется, как образно говоря, бесплатно, то есть включаясь в эти $750. Дальше спрашивается, какой у вас пол, к какой расе вы себя относите, какой у вас рост, ваш вес, цвет ваших глаз, волосы какого цвета у вас, где вы живете. Соответственно, здесь показываете вы нынешний адрес, где вы живете, и потом есть вопрос, где вы жили на протяжении 5 лет. Вам надо будет подготовить вот это все и прямо прописать, с какого времени, где вы жили, по каким адресам. Это важная информация. Также важно, когда вы приехали в Америку. И я хочу вам сказать, что, оказывается, я этого не знала.
Ваш отсчет времени в Америке начинается с момента выдачи грин-карты. В моем случае, например, грин-карта мне была выдана в июле месяце, а на постоянное проживание мы приехали в ноябре. И я начала по своим меркам отсчет времени с ноября месяца, а это оказалось неверно. Как бы это мне ничем не повлияло, но я бы могла свои документы подать раньше. Когда остается до истечения 5 лет, где-то 3 месяца, то вы уже можете начать подготовку. И, соответственно, вот мы подали документы в начале октября, анкету. Вот анкету мы заполнили, подали в начале октября 2021 года, и процесс пошел очень быстро. В ноябре, 2 ноября мы получили, до 2 ноября мы получили уведомление, что 2 ноября у нас назначена отпечатка пальцев, мы пошли сдали. Когда сдаем отпечатки пальцев, там дают книжечку для подготовки также к экзамену. Экзамен состоит из 100 вопросов, и там есть все ответы и все вопросы, которые надо подготовить. И потом, после сдачи отпечатков, 16 декабря у нас уже было назначено интервью. Очень быстро. Октябрь, ноябрь, декабрь. Даже 3 месяцев не было, как все быстро сейчас. В нашем случае нам повезло, это быстро произошло. Идем дальше по анкете. Какие еще вопросы? Спрашивают, где вы работали на протяжении 5 лет. Это надо знать название компании и адреса всех компаний, где вы работали. Если вы на протяжении 5 лет меняли много работ, то вам надо будет тоже подготовить всю эту информацию. Также очень много вопросов по военной службе. Служили вы, где, как, все вот это. Потом есть вопросы важные. Выезжали ли вы в течение этих 5 лет за пределы Америки? Если выезжали, то тоже важны даты. В какой период вас здесь не было и в какую страну вы выезжали. Есть такие вопросы. И есть ли у вас нарушения с физическим развитием? Потом вопросы про вашу семью, семейное положение, кто ваш нынешний супруг, были вы до этого замужем или женаты, и тоже надо будет перечислить. Потом вопросы по супругу, когда вы были женаты, в каком году. Дальше также, вот как говорю, были предыдущие браки, есть ли дети, кто ваши родители, родители имеют ли гражданство Америки. И дальше начинается очень много вопросов, на которых в моем личном случае я ответила нет. Там я не буду сейчас перечислять все вопросы, потому что там очень много, но там вопросы такого плана: состояли ли вы в каких-то организациях, пользовались ли вы оружием, продавали ли вы оружие, убивали ли вы кого-то, занимались ли вы проституцией. Вот такого рода вопросы. Очень много таких вопросов. Дальше. И в конце есть несколько вопросов, которые надо ответить положительно. Устраивает ли вас Конституция и управление США? Дальше. Готовы ли вы служить или помогать государству в случае, если возникнут какие-то военные реформы в стране? Также, готовы ли вы дать присягу верности в США? Готовы ли вы нести оружие, если понадобится? Выполнять какие-то услуги для США и тому подобное. Дальше, что еще нужно? Вот как я уже ранее сказала, надо выучить 100 вопросов. Они не совсем сложные, признаюсь, но вопросы надо выучить. Без них никак. И когда будет интервью, вот спрашивают 10 вопросов, из 10 вам надо ответить на 6. Если вы на 6 отвечаете правильно, то, возможно, есть гарантия или есть предположение, что ваш офицер дальше вас мучить не будет. Потом нужно прочитать одно предложение на английском языке. Это же предложение, там есть планшет, это же предложение на английском нужно написать.
И дальше идет вопросы по анкете. Вот то, что я сейчас сказала, получается, офицер будет задавать вам эти же вопросы, и вы должны ответить на них. Когда мы готовились, соответственно, я также очень много видео посмотрела на YouTube, и там были такие видео, например, спрашивают, а состояли ли вы в террористической организации? И вы отвечаете да или нет, и, соответственно, вас могут спросить встречный вопрос, а что это такое? Что такое терроризм, образно говоря? Очень много таких видео я просмотрела, и, соответственно, я переживала, потому что там много таких вопросов, состояли ли вы там, пользовались ли вы оружием, и занимались ли вы тем-то, тем-то или все такое. И, соответственно, на это все надо ответить на английском. Но оказалось у нас во Флориде, вот сколько человек, кстати, я живу во Флориде, город Майами, и оказалось во Флориде, сколько человек я спросила, которые уже проходили в интервью, ни у кого такие вопросы не спрашивали. Спрашивали только вопросы по анкете, и вы отвечаете да или нет. Как в других штатах проходит интервью, я не могу сказать, но в Ютубе есть видео, которые как бы отвечают на такие же вопросы. На этом я свое видео закончу. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь вам ответить на них. Спасибо за просмотр. До новых встреч!